Игорь Никулин, военный эксперт. Игорь, здравствуйте. Вы, Здравствуйте. да, вы специалист по биологическому оружию, как я понимаю. Если вы не против, я зачитаю это сообщение от Министерства обороны, чтобы зрителей ввести в контекст того, что мы будем обсуждать. Сегодня Минобороны Российской Федерации сделала ряд заявлений о военно-биологической деятельности США на территории Украины. Прямо несколько пунктов важных перечислю. Первое. Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы. В Харькове и Полтаве дифтерии и дизентерии. Вот это вот довольно тревожно, и вот его интересно прокомментировать. На Украине произошел неуправляемый рост заболеваемости особо опасными и экономическими значимыми инфекциями. Далее, из Украины в США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, относящихся к славянскому этносу. На территории Украины сформирована сеть из более 30 биологических лабораторий. Заказчик США на Украине экстренно сворачивает эти программы. И Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. Если можно, объясните нам, что все это значит. И большинство людей впервые просто слышат про такое. Вот. Насколько это опасно, что это было, свернуты ли эти программы, и представляют ли они сейчас какую-то угрозу и нам, и жителям Украины? Ну, во-первых, можно сразу сказать, что американцы на территории Украины занимались вещами, которые, в общем-то, являются грубым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которую они подписали в 1972 году, одними из первых. Поэтому это очень серьезный вообще инцидент. О таких вещах, ну, может быть, даже это самый серьезный случай за последние лет 50, если не больше. Ничего себе. А почему они именно на Украине это делали? Потому что Украина максимально приближена к территории вероятного противника, которым до сих пор остается Россия, несмотря на все демократические и прочие изменения. Поэтому... А как это должно работать? Вот у них есть лаборатория. Они, значит, берут, вот там упомянут славянский этнос, то есть им важно, значит, разводить эти бактерии. Извините, если я глупости какие-то говорю или термины неправильно употребляю. Разводить эти бактерии на людях, которые максимально похожи на вероятного противника. И, собственно, потом идея состоит в том, чтобы как-то, значит, вбрасывать это все на территорию России, так? Ну, теоретически, да. Примерно так это и звучит. Ну, во-первых, уже подтверждено, что они эти свои патогены испытывали на украинских военнослужащих, которые, в общем-то, в большинстве своем являются такими же славянами, как и мы, и мало чем отличаются от нас по генотипу. Поэтому... Тут это, в общем-то, серьезный очень инцидент. Но надо понимать, что тут как бы из трех частей задача стоит. Первое, то есть помимо того, что создание новых патогенов, испытаний, усиление их, так сказать, патогенности и испытание их на людях, там еще две задачи, как минимум. То есть это они, во-первых, изучают эпидемическую обстановку в районе будущей дислокации войск НАТО. То есть они даже нисколько не скрывают, что они тут собирались дислоцироваться, то есть там же в Харькове, там в Полтаве, то есть практически на границах с Российской Федерацией. И, конечно, вот третий пункт – это усиление патогенности их и проверка на конкретном генофонде. Так что тут все очень ложится, каждое слово ложится в строку. Чем это грозит? Ну, это грозит тем, что уже происходит. То есть на Украине постоянно происходят вспышки каких-то непонятных инфекций, которые, допустим, не только на Украине, кстати, то же самое происходит в Грузии, в Казахстане и в некоторых других странах СНГ. То есть выделяет Америка грант на изучение какого-нибудь там бруцеллеза, или там конго-крымской лихорадки, или еще чего-нибудь. И через какое-то время в районе дислокации этой лаборатории вспыхивает эпидемия этого самого бруцеллеза или конго-крымской лихорадки, или там какой-нибудь сибирской язвы, или легочной чумы. Ну, два серьезных случая.
Два серьезных случая было, две вспышки. Одна конго-крымской лихорадки, про которую вы сказали, и вторая кори, которая уже считалась побежденной, насколько я понимаю, Да, там вот на в Западном большом Украине, объеме. Какая-то дикая именно вспышка. во Львове, в Западной Украине, больше всего случаев. Там в год до 50 тысяч случаев заболевания корью. А их не было вообще. Хотя, казалось Там бы, эта было болезнь 0. уже была в Советском Союзе побеждена. То есть Да. случаи были единичные. И в России, кстати, были же заносы и в Российскую Федерацию этой болезни. Да. Там закрывали школы в Москве, причем не одну школу закрывали, всех сажали на карантин. Так что это серьезная проблема. С Украины постоянно приходят какие-то эпидемии, то африканская чума свиней, то еще что-нибудь, то вот какие-нибудь экзотические болезни, которых никогда на территории Российской Федерации не регистрировалась, там какая-нибудь там атипичная пневмония, геморрагические лихорадки и так далее. Все это следствие вот этих, то есть как бы программа называется «Снижение биологической угрозы», но реально количество этих угроз выросло в десятки раз по сравнению с тем периодом, когда программа еще не работала. А скажите, пожалуйста, вот эти вспышки, это ошибка или это умышленно, или мы не знаем? Мы этого точно не знаем, потому что каждый отдельный случай надо расследовать и выяснять, в чем там дело. Но, к сожалению, вот тенденция очень нехорошая вырисовывается. Допустим, в 2015 году в Тернополе была вспышка геморрагической лихорадки. Погибло более 400 человек. После этого правительство Юлии Тимошенко закупило у этой американской корпорации, которая и проводила эти эксперименты, вакцин на $120 миллионов. Тут, как говорится, ничего личного, только бизнес. Поэтому тут самая большая опасность состоит в том, что это частные лаборатории, частных подрядчиков Пентагона. Иногда они действуют в интересах Соединенных Штатов Америки, а иногда они действуют в своих собственных интересах. И потом продают этой стране лекарства и вакцины от данного заболевания, которое они сами же туда и запустили. Вот в Индонезии такую лабораторию закрыли после того, как было выяснено, что они там вели незаконные исследования птичьего гриппа. Произошла вспышка, и они не только не поделились с Минздравом этой страны результатами своих исследований, но даже предложили продать им вакцину. Тоже на десятки или сотни миллионов долларов. Вот, собственно говоря, весь такой бизнес интересный. После этого Индонезия просто закрыла эту лабораторию и попросила всех этих таких вот помощников покинуть территорию страны. Объявила их персонами нон-грата. А так, в принципе, у всех сотрудников этих лабораторий дипломатические паспорта, они пользуются принципом экстерриториальности, то есть туда украинские власти даже не имеют доступа. То есть украинские специалисты работают на вспомогательных, а это закрытый. Подскажите, нам-то теперь что делать? Вот проходит сейчас спецоперация, вскрываются эти лаборатории, туда заходят, там сидят люди с дипломатическими паспортами. Ну или уже не сидят. Да, по большей части они уже сбежали. Ну да, или не сидят, я говорю. И какие наши дальнейшие действия должны быть? Какие-то суды, трибуналы, не знаю, вызывать их куда? Наши дальнейшие действия надо фиксировать все нарушения и все, так сказать, вещи, которые они там производили. Потому что все равно то, что они в спешке уничтожали и сами патогены, и вот эти вот материалы, протоколы исследований говорят о том, что они прекрасно понимают, что они нарушали этим конвенцию, и что это серьезный вопрос, из-за которого может возникнуть большая международная шумиха. Ну вот надо все эти материалы собирать, обрабатывать и предоставлять в Совет Безопасности ООН, где американцы и британцы любят рассуждать о российской угрозе. Вот это уже не угроза, это уже конкретные военные преступления против мирного населения, в том числе. Это уже фактически геноцид. В том числе тех самых украинцев, которые Запад так рьяно пытается защищать. А скажите, и тут интересно... давай. Говори. Кто-то один, выскажите свой вопрос. Петр, говори. У меня был вопрос скорее с исторической, так сказать, точки зрения. Были ли примеры применения вот всех этих биологических, я не знаю, вооружений, какие-то масштабные, известные, возможно, во время Второй мировой войны или вот уже в современное время, доказанные? Да,
Ну, во-первых, это вот этот известный отряд 731, который японской армии, который в Маньчжурии работал. Практически в большую часть сотрудников переехали в Соединенные Штаты Америки со своими материалами. Им предоставили лабораторию, которая получила название лаборатория номер 731. То есть даже цифру они решили не менять, чтобы никаких сомнений, чем они там будут, эти японцы, заниматься, не было. И вот уже в Корейской войне, там, в 50-м году, были несколько зафиксировано случаев, что использовались такие же фарфоровые бомбочки, начиненные спорами, чумными блохами и спорами сибирской язвы. Они использовали против китайских войск и против корейских войск Корейской Народно-Демократической Республики. То есть было несколько вспышек эпидемий, которые, ну, они, конечно, были локальными, не такими масштабными, может быть, но погибло все равно больше 1000 человек. То есть это серьезный был инцидент, который, в общем-то, расследовался и был доказан. Что точно такие же бомбы, бомба Исии называлась. То есть керамический такой шарик. Ну, чем он хорош? Тем, что в отличие от обычного снаряда или бомбы, что чтобы его разорвать, там не нужно создавать там высокое давление, температуру. И, соответственно, бактерии и вирусы, которые там находятся, они хорошо сохраняются и сохраняют свою жизнеспособность. Так что американцы все эти годы вели вот эти вот опасные эксперименты. Ну, то есть они так и не ратифицировали ведь эту конвенцию, в отличие от России. И больше 100 стран ее ратифицировали, а вот американцы решили, что не надо ее ратифицировать. Они просто перенесли опасные эксперименты с территории Соединенных Штатов Америки на территорию третьих стран. Вот в 2014 году президент Обама запретил проведение таких опасных экспериментов по усилению патогенности на территории США. Они просто перенесли их на территорию третьих стран и продолжают заниматься тем же самым. И самое опасное, что даже президент Джо Байден эти работы фактически не может контролировать. Именно потому, что это частные американские лаборатории. Они отказались подписывать даже договор, меморандум о мерах контроля. Вот все 90-е годы работала трехсторонняя рабочая группа: Россия, США, Великобритания. Там мы обменивались информацией. Я там пару раз участвовал в работе этой комиссии. Выезжал в Женеву, в другие там места. То есть был рабочий орган, который контролировал ситуацию. То есть 3 страны, которые наиболее были продвинуты в этой области биологического оружия, они регулярно обменивались информацией, то есть регулярно проводились инспекции, то есть они приезжали на наши там предприятия, институты, которые хотели проверить. Наши специалисты выезжали в США, в тот же Форт Детрик, в институт US Reed, Институт инфекционных болезней армии США имени Уолтера Рида, Форт Детрик, выезжали в Англию, в Портендаун, тот самый, где отравили Скрипаля, небезызвестного, и многих других наших перебежчиков, и просто людей, которые слишком много знали или болтали. Вот я работал когда в конце 90-х в комиссии по разоружению в Ираке, там вот был такой господин Келли, который в 2003 году готовил как раз доклад о биологическом оружии Саддама Хусейна. Вот он после этого доклада как-то очень загадочно погиб при загадочных обстоятельствах. Якобы покончил с собой. Но причем его нашли со связанными руками в лесу и застреленным. Так что очень странная ситуация. Как еще с собой покончил? Застрелиться со связанными руками. Да и вообще, насколько я его знал по работе, он был человеком не склонным к такого рода радикальным мерам. Он вообще там придерживался какой-то индийской религии, которая запрещает вообще самоубийство. А скажите, пожалуйста, в данной ситуации сложившейся, вот мне это все напоминает доктора Менгеля, да, и эксперименты над живыми людьми, военнопленными и прочее. Потом я сразу вспоминаю Колина Пауэлла, который махал пробиркой в ООН с непонятно чем внутри. А сейчас у нас на руках реально там не пробирки, а там прям колбы с этим вот всякими веществами. Не стоит ли нам, может быть, тоже помахать как-то в ООН всем этим делом? Может, даже если они будут
будут думаю, сильно что сомневаться, давно там стоит. открыть эту колбочку, сказать, понюхайте Мы сами, ждали проверьте. такого события, советские микробиологи ждали такого события много десятилетий, чтобы поймать американцев наконец-то за руку. Но как наша, так сказать, дипломатия сумеет воспользоваться открывшимися обстоятельствами, поглядим. Ну, Может быть, посмотрим, это да, заявление как-то сделано. американцев удержит от каких-то необдуманных шагов внешнеполитических, в частности, по поддержке нацистского режима на Украине. Ну, как говорится, поживем, увидим. Но в любом случае, этот случай, я говорю, беспрецедентный, по крайней мере, за последние лет 50. Еще вот такая ситуация, когда сейчас была в начале января вот эта вот атака на Казахстан, назовем ее так, я даже не знаю, как правильно слово подобрать, наши военные... Цветная революция. Да, ну типа попытка, да. Наши военные журналисты делали несколько репортажей, один из них был на телеканале «Звезда», я как раз в эфире там был, по поводу того, что атакующие, вот эти вот, которые повстанцы пытались там что-то перевернуть, они категорически несколько медицинских заведений обходили стороной. Ну, то есть, ни стекла не били, ничего, вокруг все разбито, все поломано, несколько медицинских заведений никто не трогал. И там колючая проволока, и никого внутрь не пускают. Это Алма-Аты или Алма-Ата, как правильно говорить. Как вы думаете? Правильнее будет город Верный. Да, это мудро. То, что сейчас происходит на территории Украины, то, что мы нашли там это биологическое оружие, что уже можно вслух говорить, наведет нас, может быть, на какие-то мысли проверять еще и другие близлежащие страны, где была активность американцев, либо это не взаимосвязанные вещи? Нет, это вещи взаимосвязанные. Вот я еще 2 года назад, в августе 2019 года, делал доклад в антитеррористическом центре при ОДКБ как раз об этих американских биолабораториях. И как раз вот тогда этот доклад в итоге вошел там в итоговый бюллетень, который лег на стол всем главам государств, входящих в эту организацию, там руководителям силовых ведомств, армия, там полиция, госбезопасность и так далее. Так что, в общем-то, все руководители стран, входящих в организацию, как бы с проблемой знакомы. И, кстати, после этого пошли какие-то подвижки, потому что до этого те же казахи вообще не желали даже рассматривать этот вопрос. Это, ну, как американцы любят говорить, это вас не касается, и это вам не угрожает. Это наше внутреннее дело, вы в это дело не вмешиваетесь. Ну, вот примерно так. Но после этого какие-то подвижки начались. Там даже вот президент новый Токаев потребовал, чтобы американцы покинули эту лабораторию. В общем-то, они даже его, грубо говоря, послали. То есть сказали, что у нас договор на 50 лет, вот и 50 лет мы здесь и будем сидеть. Я сидел на своих 30 аршинах и буду сидеть, как говорил товарищ Шариков. Так что чем закончилась эта история, к сожалению, я не знаю. Но, по крайней мере, какие-то попытки вот этих государств, входящих в АДКБ, избавляться от этих. Армяне там начали тоже проявлять какую-то озабоченность, азербайджанцы. Ну, в общем, какое-то движение в этом направлении пошло. То есть, ну, просто возникло понимание, что действительно это проблема, которую надо решать, потому что она представляет, ну, действительно серьезную угрозу для этих государств, на территории которых располагаются опасные объекты, ну и для окружающих их стран. Российская армия, по идее, должна под контроль их брать сейчас. Ну, не сейчас, вот я в этом процессе. Надеюсь, что российская армия возьмет под контроль все биологические лаборатории, которые американцы построили на территории Украины, и все ядерные объекты, потому что это действительно реальная угроза не только нашей безопасности, но и европейской безопасности, да и вообще безопасности всего мира. Потому что если умалишенному дать гранату или ядерную бомбу, или какой-нибудь, так сказать, биологический кассетный боеприпас, то это очень самыми чреватыми, очень серьезными последствиями. А может, последний вопрос, вот там в заявлении, которое я зачитывал, было упомянуто что-то типа какого-то огромного неконтролируемого роста заболевания. Это имелось в виду на протяжении нескольких лет или сейчас? Да, на протяжении нескольких лет. Или я сейчас помню, что даже происходит? Юлия Тимошенко заявляла, что после Майдана там за 5-6 лет только от эпидемических заболеваний, которые, в общем-то, не были характерны для Украины, погибло больше 200 тысяч человек. Ну, откуда у нее такие данные, я не знаю, насколько они достоверны, но это, в общем-то, вполне похоже на правду.
Это катастрофа. 200 тысяч это Это прям практически катастрофа. Если в центре Европы 200 тысяч человек умирает от эпидемических болезней, большинство из которых давно считаются побежденными. А сейчас мы не знаем ничего такого, да, что там сейчас что-то у них какая-нибудь эпидемия или что-нибудь. Просто сейчас там движение огромное беженцев туда-сюда. И это да, же, вот да. сейчас, когда миллионы беженцев рванули через границы, они же повезли с собой всю свою, так сказать, Флору. портфолио. Все, да, все портфолио. Да. Так что Да, понятно. украинцы это биологическая бомба для Европы, для Америки. В общем, куда бы они ни забрались, они понесут за собой весь свой боезапас, который они накопили за годы незалежности. Да, спасибо вам большое. Спасибо, да, ну, будем следить, потому что, конечно, тема тревожная, мягко говоря. И да, в общем, не знаю даже, что сказать. Неожиданно так вот это все. Спасибо. Вот поэтому я и говорю, что 3 задачи надо решить. Устранить угрозу ядерную, устранить угрозу биологическую и устранить угрозу террористическую, потому что это тоже реальная угроза. У нас вот в Подмосковье целый ряд подмосковных городов захвачены выходцами из Украины, причем в основном западные, которые там становятся начальниками полиции, мэрами, руководителем Следственного комитета, и вот занимаются всякой криминальной деятельностью, начиная от торговли наркотиков и заканчивая там отъемом квартир у одиноких пенсионеров. Вот, например, Химки. Первое место в этом мире. А там же находятся оборонные предприятия наши, такие как Алмаз, Антей. И я считаю, там очень высокий уровень террористической угрозы. Потому что там уже взрывали год назад дом, в котором живут сотрудники Следственного комитета. Списали, правда, это на бытовой газ, но сотрудники Мособлгаза эту версию не подтвердили. Так что все мы в очень серьезной угрозе находимся, потому что бандеровское подполье, оно живет и действует на территории нашей страны. Да, вскрыли какой гнойник, конечно, серьезный, там куда ни плюнь. Да, очень серьезный гнойник. Везде что-то, да. Ну что, будем следить. Спасибо большое. Будем следить, будем приходите к нам еще, реагировать на возникшие угрозы. Да. Спасибо большое, да, будем вас приглашать, если вы не против, к нам еще, и продолжим эту тему по мере ее развития. Спасибо большое.